Привет, народ, с вами снова канал Доната Синема. Ну что, настал тот замечательный день, когда наш канал преодолел отметку в 100 тысяч подписчиков. Это просто офигенно, мы этому очень рады. И как вы уже знаете, в честь этого мы выложили наш долгожданный синематик по второму андеграунду. И так получилось, что это видео настолько взорвало интернет, что я просто не успеваю смотреть все отметки и читать все комментарии, которые приходят к этому видео. Только на одном ютубе мы набрали 1 миллион просмотров всего за 5 дней, и сейчас нас уже посмотрело более 50 стран. Ну и так как вам это видео очень понравилось и оно затронуло душу многих, то сегодня я приготовил необычный выпуск. Мы сегодня с вами отправимся в город, который всем давно знаком. Город красочного неона и ревущих моторов. Город, который просыпается только ночью. И имя этому городу – Бэйвью. Добро пожаловать! Мы попали в андеграунд. А прогуляться по знакомым улицам нам сегодня поможет компания Acer и линейка ноутбуков Concept D, созданная специально для тех, кто, как и мы, любит выходить за грани возможного. И начнем мы сегодняшнее видео с местного аэропорта, в который прилетает наш главный герой. В самой игре 2004 года данная локация выглядела примерно вот так. Низкая детализация и не совсем реалистичное освещение, хотя и достаточно красивое. Поэтому мне пришлось очень постараться, чтобы это место заиграло новыми красками. Весь аэропорт, каждая его деталь была полностью перерисована с нуля и занял этот процесс около 15 дней. В итоге эта сцена стала выглядеть намного атмосфернее. И первое, что я вам хотел показать, это здание местного аэропорта. Именно за ним находится та самая трасса, по которой мы гонялись шестером, когда нас принимали в лигу. К сожалению, разрешение всех текстур в этой игре настолько низкое, что я так и не понял, что было написано на табло внутри этого здания. Поэтому я здесь разместил зону ожидания пассажиров и некое подобие duty free. Если спуститься на уровень ниже, то тут мы видим что-то вроде багажного отделения, из которого мы можем пройти прямо на парковку. Правда, тут нет ни пешеходного перехода, ни светофора. На самом деле о пешеходах в этой игре вообще не думали, потому что их тут не было. Но это и не важно, парковка все равно была всегда закрыта. Поэтому единственный логичный вариант здесь обзавестись машиной – это взять ее на прокат. Кстати, еще же машину угнать можно было. Не, это же не GTA. Отсутствие пешеходника у парковки – это еще полбеды. Чтобы взять машину в аренду, нам сначала надо обойти пол аэропорта пешком. Здесь и находился прокат автомобилей, но пользоваться мы им, конечно же, не будем, потому что автомобиль, предназначенный специально для нас, уже ждет нас на парковке. Точнее, ждал бы, если бы это был игровой сюжет. Поэтому, чтобы поехать дальше, нам надо будет взять другую машину. Сейчас, тут где-то неподалеку такси видел. Ну, раз одну видел, сейчас вторую нарисуем. Ну а пока она едет, я вам расскажу о новом ноутбуке от фирмы Acer. Это Concept D 9 Pro, самая топовая модель среди ноутбуков линейки Concept D на сегодняшний день. И главное, что вам надо знать, это то, что внутри него находится процессор Intel Core i9 и видеокарта Nvidia Quadro RTX 5000 с поддержкой технологии трассировки лучей. Ну а перед началом своего рассказа я вам хочу подарить промокод от Доната, который даст вам 10% скидку на любое устройство линейки Concept D при покупке в официальном интернет-магазине Acer. В этом видео я не буду рассказывать, какие игры он тянет, потому что он создан совершенно для другого. И чтобы вам это доказать, я открою эту сцену аэропорта, в котором мы находимся. Вся эта сцена весит порядка 7 гигабайт и состоит из 50 миллионов полигонов. Если среди вас есть 3D-шники, то вы понимаете, о чем я. Ну а если нет, то это просто очень много для домашнего компа. Однако смотрите, перемещаться в вьюпорте по всей сцене тут я могу абсолютно без тормозов. Для сравнения, вот так сцена выглядела на моем старом компе. Если честно, я не очень разбираюсь в всех вот этих вот параметрах видеокарт, но что я для себя точно уяснил, то что для моделинга именно больших цен серия RTX 5000 это действительно круто. Что за... Не понял. Витюнь, карета подана. А ты что здесь делаешь? В смысле, что делаю? Ты такси заказывал? Заказывал. Вот я и приехал. Опять ему ничего не нравится, а?
Я нормальную машину заказывал, а не этот цыганомобиль. Да ты посмотри, какая пушка! Да это же икона стиля! 22-й хромированный этап! Да, мне всегда было интересно посмотреть на людей, которые андеграунд проходили на эскалейдер. Теперь понятно, кто это был. Цвет просто бомбический! Короче, отличный аппарат. Не глуми мне башку вообще, а? Давай, кидай свои костыли, поехали уже, а? Да не поеду я с тобой никуда, мне в город ехать надо, а не в столб. Ну чё ты опять начинаешь-то? Да нормально все будет. Я, значит, ехал сюда, ведро бензина сжег, а он тут выстебывается стоит, а? Так, давай, садись, поехали. На что я подписался? На канал Адоната Синема, сынок. Ладно, поехали с тобой. Стрелочка навигатора появится и поедем. Сейчас мы покидаем аэропорт и направляемся в еще одну интересную локацию. Этой локации не было в синематике, но как только мы туда приедем, вы ее сразу узнаете. Тем более в комментариях меня просили показать это место. О, появилась. Поехали. Ну а пока мы туда едем, я вам еще немножко расскажу об этом топовом ноутбуке. Слышь, сказочник, за проезд передаем? Ты за проезд себе сам уже передал, Казиму не сам утопил. Витяк, потом все объясню, ничего не говори. Саня. Ой, ну что ты начинаешь-то опять? Нормально же общались. Например, это сцена с автострады, по которой мы едем. Возьмем маленький кусочек 100 кадров и отрендерим его на ноутбуке. Этот комп с этим рендером справился всего за 4 часа, делая при этом по 5000 проходов. Поэтому если вы работаете в таких редакторах, как Blender, Cinema 4D или тот же самый 3D Max GPU рендером, то это очень хорошее решение, особенно если вы в разъездах, как я Да сейчас. с этим курсом за такие бабки можно было бы еще одного фокуса купить. С такими ценами на бензин я лучше себе ноутбук. Кроме того, вы получите здесь много дополнительных плюшек, таких как, например, шарнирное крепление ISO Aero Hinge, чтобы работать в режиме планшета, так как в комплекте с ним идет стилус, Wacom и MR. Ну мы что там, поедем сегодня, не? Сань, ты можешь поаккуратнее ехать? Да блин, понабрали по объявлению, права выдали всем, кому попало. Сейчас там 100 метров уже и приехал. Ой, слушай, не умничай, а? Знаю дорогу, вон стрелочка ж показывает. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. His name is swimming like a toad. Ну и вот та самая локация, о которой я говорил. Местный Лас-Вегас. Казино, игровые автоматы, здесь даже мельница есть. А самой главной изюминкой здесь является круговое движение. С этими фонтанами по центру. И я уверен, что каждый помнит вот этот момент, когда ты решаешь проскочить между фонтанами и сэкономить хотя бы чуточку времени. Но чаще всего это происходило именно вот так, и ты просто запарывал себе время. Не знаю, как для вас, а лично для меня это была самая запоминающаяся локация из всей игры. Riders on the storm. Ну вот такое путешествие у нас сегодня вышло. Если вам нравится такой формат видео, обязательно ставим лайк и напишите в комментариях, какая локация из этой игры вам запомнилась больше всего. И, возможно, мы туда съездим. Чё надо? Ну долго ты там еще, а? Вот это, отъехать надо. Блин, Сань, ну я уже видео заканчиваю. Потерпи Витек, ну чуть-чуть. на одну секундочку, а? Ладно, едь, только не забудь, нам скоро в аэропорт. Ну, само собой. Надеюсь, вам понравилось это видео, потому что, чтобы попасть сюда, мы потратили реально много сил и времени. Поэтому поддержите нас, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А мы поехали в аэропорт. А с вами был канал Адоната Синема. Всем пока. Прикинь, я цепочку порвал. Саня. From the storm.